Разбираю модель, провожу дефектовку и демонстрирую ее возможности. Всем привет! Сегодня я расскажу историю, почему мне придется пустить на детали модель электровоза VL23, несмотря на высокую стоимость набора и выполненных работ. В начале ролика хочу поблагодарить моих патронов. Ваш вклад в развитие канала неоценим. Эту модель я собирал вместе с тепловозом ТЭП-10 3 года назад, после чего она была передана мастеру на установку ходовой и электроники. Вскрыв модель, первым бросился в глаза оторванный проводок. Откуда, куда он должен идти, я не знаю, но модель вроде бы как функционирует. Корпус от шасси невозможно отделить. Подключение светодиодов припаяно непосредственно к плате, что значительно усложняет любые виды работ, связанные с обслуживанием этой модели. Теперь озвучу проблемы этого набора. Насколько я знаю, корпус модели состоит из отдельных деталей, отлитых из смолы, что не совсем типично для этой технологии. Как результат, со временем боковушки начали деформироваться. Одну сторону выгнуло спиралью, а другую с нижней стороны начало выгибать как юбку. На видео это выглядит не особо критично, а вот когда держишь модель в руках, это удручающая картина. Конечно, можно было бы попытаться выровнять деформацию, но неизвестно, как смола поведет себя в дальнейшем. Следующий сомнительный момент – большой зазор между метельником и корпусом. В походном варианте образовывается щель почти в 5 мм. Также вызывает вопросы разъем автосцепки. Зачем выводить такое огромное крепление, если можно было его подвести к внутренней стороне метельника и сделать аккуратную прорезь на толщину имитации автосцепки. Вдобавок, сейчас она выступает слишком далеко. Не знаю, на каком этапе произошло повреждение корпуса, но его, видимо, кто-то пытался отремонтировать, смачно размазав клей у кабины машиниста. По мелочи вдавлены некоторые элементы остекления, решетка моторного отсека и по кругу оторваны поручни. Ну а сейчас перейдем к контенту не для слабонервных. Установив модель на полотно, я обратил внимание, что одна колесная пара висит в воздухе. Подключаю модель к цифровой станции и лицезрею следующую проблему. Вторая тележка имеет повреждение механики. При передвижении в одну сторону модель аж подпрыгивает. Включаю реверс, и она идет плавным ходом. Повторяю. Чтобы понять, в чем дело, решил вскрыть механизм тележки. При осмотре я обратил внимание на болтающийся винт. После увидел эту картину. Я даже сначала подумал, что там нет винтика. А потом бац! Смотрите, какой приколдес. Такой дичи я еще не встречал. Можно снимать сюжеты из рубрики «Случаи в автосервисе». Эта особенность конструкции сполна ответила на вопрос, почему в одну сторону он едет нормально, а в обратную в припрыжку. Демонтаж этого винтика длился около 10 минут. Он там основательно засел. Внешне шестерни выглядят целыми, без следов деформации. Единственное, вызвало вопрос отсутствие смазки. Кто что скажет по этому поводу? Чем лучше смазать пластиковые шестерни? Помните болтающийся винтик в центре тележки? Как оказалось, оба винта имеют слизанное посадочное место. Сколько ни крути, все без толку. Запускаю модель и что? Она перестала прыгать. Одной проблемой меньше, но треск механики никуда не делся. Видно, как шестерни пытаются выбраться наружу. Возможно, всему виной сорванные резьбы двух болтов, которые по факту не держат крышку в этом месте. Взгляд на вторую тележку тоже не вызывает улыбки. Нужно корректировать высоту центральной колесной пары. Она почти на миллиметр оторвана от головки рельса. Отдельно хочу указать на несоответствие оси буксы накладки и колесных пар. Подняв чертежи, оказалось, что межосевое расстояние колесных пар меньше на 1 мм, а расстояние накладки между буксами больше на 1 мм, поэтому и образовалось такое значительное несоответствие.
С учетом всего вышесказанного, вместе с заказчиком мы пришли к мнению, что нет смысла тратить ресурсы и время для ремонта этой модели. Будет приобретен новый цельный корпус из смолы, в который тем или иным образом перекочует деталировка этой модели. Правда, что делать с ходовой, остается вопросом. За что ни возьмись, все кривое и низкокачественное. Болтики вылетают, шестерни клинят, колесные пары разноуровневые. Сложно сдерживать эмоции при виде такого продукта. А ведь за это еще и деньги берут, и немалые. А сейчас самое время сменить настроение видео и показать возможности этой модели. Для управления макетом я решил привлечь планшет. Оказалось, приложение Z21 хорошо адаптировано для разных устройств. В горизонтальном положении планшета открыто сразу несколько страниц, что значительно упрощает создание профиля модели. Всего доступно 17 функций. Одна визуальная с включением буферных фонарей и прожектора, и 16 звуковых с качественными аудиодорожками. Единственное, большинство гудков необходимо выключать самостоятельно. Они не имеют временной задержки отключения. Просим пассажиров занять свои места и проверить наличие проездных документов, а провожающих выйти из вагонов. Счастливого пути! Не знаю как вам, а мне визуальный облик этого электровоза нравится наравне с VL80. Слегка закругленные квадратные формы, эмоциональный взгляд и яркие пантографы так и требуют собрать электрифицированный участок железной дороги. Эту модель можно сравнить с письмом из Простоквашино. Ее собирали несколько мастеров, каждый из которых оставил свой вклад в общую картину. Как видно, пострадал не только внешний вид, а и работоспособность в целом. Что и как будет происходить с этой моделью, я продемонстрирую в новых сюжетах. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и напишите комментарий. А сегодня на этом все. До скорых встреч!